Всем салют, народ! И сегодня у нас довольно необычный ролик, а именно про то, как я в первый раз решил поиграть в Лигу Легенд. Правда, когда-то давно я уже пробовал играть в нее, но было это уже чуть ли не в прошлом веке, если считать геймерскими сутками. Так что не переживайте, толком я уже и ничего не помню. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, приятного аппетита, если кушаете. Ну а мы начинаем. Поехали! Итак, на своем старом аккаунте, где уже был доступен какой-никакой набор персонажей, и где не нужно было проходить обучение, я сразу ринулся в бой к настоящим игрокам. За время моего отсутствия, хотя что там греха таить, особо долго я тут и не присутствовал, но тем не менее, за это время в игре, как всегда, многое изменилось. Добавили тучу новых персонажей, предметов и механик. Ну а я, как вроде не совсем новичок, пришлось выбирать из того, что еще помню. Выбор сразу же пал на Пантеона. Мне он еще с тех самых бородатых времен нравился. И с ним я хоть чуточку, но был знаком. И вот я, значит, до зубов вооружившись, первым попавшимся рекомендованным набором и своей безграничной уверенностью залетаю в игру. И вы не поверите, игра, видимо, была рада моему возвращению, так как игрок, который играл против меня на линии, по-видимому, вышел из игры, или же стоял в АФК, благодаря чему вся линия была в моем распоряжении. Я фармил миньонов, то и дело залетал под башню к противнику, чтобы накидать ей по щам, хотя иногда терялся и сам получал от нее нехилого такого ляпуха. Потом снова фармил миньонов и так по кругу. В какой-то момент я совсем заигрался, и ко мне на линию из леса пришел вот этот вот петух с цепями. И пока я был в небольшом ахуе, надавал мне таких люлей, что я забыл, на какую клавишу нажимать, чтобы использовать скачок. Хотя я на минуточку был 5 уровня, а он 3. Именно такой обидной была моя первая смерть. Закупившись предметами на спавне, я снова ринулся чистить линию от миньонов. Но в этот раз я уже ждал этого негодяя. И вот, когда наконец он снова появился, я уже был спокоен, как самурай перед битвой. Нет страха, нет ненависти, нет злости. Благо скиллы своего чемпиона я знал, и как только появилась возможность, я напрыгнул на него. Я нажимал на все клавиши подряд. Казалось, битва длится не пару секунд, а целую вечность. У нас завязался нешуточный бой. Сначала я потеснил его, и он стал отступать. Но, видать, парниша был не из слабых духом, и решил все-таки связаться со мной еще раз. Это была его главная ошибка. Как было приятно слышать эту фразу спустя столько времени. Я даже снова почувствовал ту радость, которая бывает в игре, когда ты впервые кого-нибудь побеждаешь. Дальше этот тип все пытался мне отомстить. Наверное, его сильно задело поражение. Но благодаря этому я даже вспомнил, как байтить противника под вышку и снова наказывал. Если меня убьют, я хотя бы умру человеком. Что касается предметов, покупал я, наверное, полную дичь. Из рекомендованного списка я выбирал предметы, которые подходят всегда. И снова рвался в бой. У каждого свое предназначение. Мой удел быть повержен. Так прошла значительная часть игры. Иногда я на ульте прилетал на помощь своим тиммейтам, что заканчивалась часть всего для меня летально. Мы все проливаем кровь. Затем снова возвращался на линию и снова убивал того типа, который почему-то решил там плотно осесть. Впрочем, не скрою, мне это нравилось. А еще в какой-то момент мы даже плотно стали взаимодействовать с командой и вместе забирали то Герольда, то Дракона, что тоже нельзя не отметить. Вообще, за всю катку у нас в теме никто не токсичил, даже если кто-то умирал просто так. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что пока тут играли все новички, или потому что в целом мы все равно побеждали. Это даже не важно. Потому как я, как новичок, не чувствовал на себя лишнего давления от тиммейтов за плохую игру. Что, кстати, немаловажно. В отличие от той же Доты, где если ты лишний раз умрешь, можешь смело идти сам себе копать могилу. Или услышишь от своих тиммейтов все то, о чем вы даже сами не догадывались. И неважно, новичок вы или нет. Кстати, ставь лайк, если хочешь посмотреть на то, как я пробовал играть хоть в Доту впервые. Биение собственного сердца. Ни жалости, ни сострадания.
Ко второй половине игры мы уже совсем осмелели и бомбили башни противника по полной, пытаясь при этом щемить и самих героев противника. Удавалось ли это нам? Конечно. Кстати, так и не понял, что за герой сражался против меня, и почему в некоторых моментах он вообще не умирал. Ну или использовал способности мои или моих тиммейтов. Но тут стоит сказать, это не особо помогало их команде. А вот мы, совсем даже наоборот, стали играть более собранно и атаковать одновременно, разбирая героев врага с разных сторон. Мне нужен шлем, ведь я обычный воин. Со стороны, скорее всего, вся наша битва выглядела как какая-нибудь потасовка толпой на толпу в миде. Но для нас это было уже круто. И в нашем создании мы играли как настоящая команда, которая преодолевала все преграды и двигалась к победе, убивая врагов одного за другим и разрушая все их строения. Я похоронил сожаление вместе с моим именем. Играл я в этой катке, как оказалось, довольно неплохо. Скорее всего, благодаря тому, что с самого начала на моей линии никого не было. Да и потом, тот герой с цепями просто приходил и погибал у меня. И после еще одной его смерти от моих рук, я даже получил клеймо с серии убийств. Заранее извиняюсь за свою непрофессиональную речь, просто я хз как это по-другому назвать. И вот снова очередной жаркий замес на миду. Мы снова деремся, мы снова одерживаем верх. Не скажу, что все благодаря нашей слаженности или профессиональной игре. Скорее благодаря нашему тиммейту, который играл на персонаже Кингры. Да, такого я еще помню. Так вот, он вообще вносил там какой-то лютый урон и тянул за собой команду, и меня в том числе. Кстати, и тут я получил вторую ачивку – ярость, а это добавляло нам неплохую уверенность. А вообще, у нас в игре все как будто подходили с какой-то ответственностью. Никто не сливался просто так. А когда поступал сигнал отступить или атаковать героя, строение или монстра, все дружно откликались, при этом не теряя бдительности. Не знаю, всегда ли так был, или мне просто снова очень повезло. На 27-й минуте игры мы с командой все-таки решились забрать барона. Опять же, все вместе. Я в любой момент ждал удара от противника, но почему-то они решили отдать нам барона. Или уже просто понимали, что забрать его у нас у них не получится. И вот после крайнего закупа пришло время для последней решающей атаки. Кстати говоря, пока я закупался, команда, ко всему прочему, успела еще и залутать дракона. Теперь мы все вместе двинулись к вражескому Тонхоллу. Уже в предвкушении я видел, как мы сейчас врываемся под бустами на их территорию и накидываем им под башнями, точно так же, как и в миду. И каково же было мое удивление, что до сих пор некоторые мои тиммейты отлетали от врагов как спички. Однако меня это не останавливало. Земля дает мне опору. Мы нагнали туда столько наших миньонов, словно небольшую армию. Так еще и после барона они тоже были под бустом. И тут я уже решил собрать все в свои руки и начал видеть врагов под их же башнями. Ну и собственно это и означало конец. Быстренько развалив последнюю башню, я начал долбить их главное здание и снес его без каких-либо проблем. Это была моя первая победа за такое долгое время. Так еще и можно сказать, что в целом, как победа новичка. Мне определенно повезло, тем более дал я аж 9 киллов всего за 2 смерти. Мне понравилось играть в лигу.
Конечно, чтобы распробовать ее получше, нужно и поиграть в нее подольше. Но я думаю, что конкретный какой-то скилл у меня для этого есть. И возможно стоит его поразвивать. Ну а на этом видео подошло к концу. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, стоит ли еще поснимать ролики по Лиге. И ставьте плюсик, если хотите увидеть доту примерно в таком же ключе. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.